Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спартак Суббота, психиатр на связи. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Спартак, начать наш разговор я предлагаю с абсолютного синдрома 22 года, который в своем, пиршестве духа проявился вчера. Я, кстати, даже где-то, выдохнул, потому что 25 число, как день, когда мы с вами беседуем, то есть авторшоки, конечно, они присутствуют. Как из пулемета строчит Зеленский интервью, вот эти все, заявления, призывы, клятвы, потушности, разного рода акции. А что остается после вот таких моментов в сухом остатке? Знаете, это мне напоминает, очень много раз я был как ведущий на площадях, каких-то больших концертах, День города, какие-то там мероприятия, концерты. В общем, много народу. А потом, когда все заканчивается, на утро ты приходишь, возвращаешься на эту площадь и видишь горы мусора, какое-то все унылое, а тут же только что было пиршество. Вот такое ощущение после всех событий и достаточно больших встреч в Киеве, да и вообще по другим уголкам планеты, где выходили украинцы, и 24-е, прямо как праздник отмечали. С чем это связано, как вы думаете? Есть у мужчин такое состояние после полового контакта, оно называется посткоитальная дисфория. Дисфория – это состояние, которое характеризуется повышенной раздражительностью, отсутствием возможности получить удовольствие, желанием уединиться, и, собственно говоря, всякими негативными мыслями в зависимости от контекста жизни человека. И вот я наблюдаю подобную посткоитальную, постпобедоносную дисфорию каждый раз после празднования, это не только 24 февраля, празднования любого события. Во-первых, я не могу отрицать тот факт, что у нас какая-то некротическая тяга, специфическая к этому всему ужасному. 24 февраля 2022 года не является праздником. По моему представлению, праздником оно не является. И его нет смысла праздновать, его имеет смысл горевать. Вот я понимаю, что горевать, да, но это не про митинги, это не про активные действия. И скажу вам честно, это точно не про хороводы в центре города, в центре Барселоны, в центре Мюнхена или еще где-то. Это не про хороводы, то есть это не про празднование, не про шествие. Это день, который должны, отметить таким образом. Спокойно дома, поговорить с теми близкими, кто остался в живых, улучшить контакт с людьми, которые для вас значимы, потому что с 22 года очень много людей просто перестали существовать. То, что Украина перманентно движется к своему завершению, я пока что не наблюдаю, несмотря на то, что есть какие-то позитивные моменты, я не наблюдаю положительного развития событий. Люди как будто бы игнорируют факт заката государства и ищут хотя бы что-то хорошее в том плохом, что произошло с государством. И что-то хорошее они находят не в самом событии, а в косвенных вещах, которые касаются этого события. Причем самих людей это не касается. Люди, которые сейчас находятся в Барселоне, люди, которые находятся в Майами, люди, которые находятся в Ницце, в Париже, в других городах, к победе никакого отношения не будут иметь вообще. Более того, они не имеют никакого отношения к тому, что Украина не упала в момент, когда было 24 февраля 2022 года. Понимаете, в чем дело? Празднуют и веселятся те, кто к этому отношения не имеют, потому что они не понимают, как нужно правильно реагировать. Есть такое заболевание, называется синдром Бальмонта, оно еще называется анальгезия, когда человек не способен чувствовать боль. Редкое заболевание, генетическое. Человек не способен чувствовать боль. И если его резать, если его пытать что-то с ним делать, он будет выдавать неестественную реакцию. Он не знает, как больно. Он не понимает, как нужно реагировать. Вы причиняете ему колоссальную боль, и он такой: ой, да перестаньте, не нужно этого делать. Для меня это выглядит как у народа нашего анальгезия. Они не знают, что такое горевание, и имитируют горевание, внимание, именно за границей. На территории Украины, я скажу прямо, я что-то не наблюдал таких активных митингов. Были, да, люди собирались, но это не было
празднования, хороводы, салюты где-то запускали в Европе, салюты запускали. В Киеве такого не было. Люди выставили, да, там кто-то сходил помимо близких и так далее. То есть проблема заключается в том, что идея о разделении народа на несколько частей, то есть такая вот селекция, отбор людей, которые должны в сознании своем культивировать идею о том, что война – это что-то хорошее, а в их сознании культивируется, что война – это хорошее. Почему? Потому что это легитимизирует их право находиться за границей, это легитимизирует их право страдать. Они же всегда страдают, у них всегда все плохо. Как говорится, знаете, родственник – это человек, которому ничего не надо, ему лишь бы у тебя ничего не было. Вот точно такая же история и у украинцев. Им как бы не надо. И главное, чтобы... А что это испанцы не помнят о войне, они должны горевать. А что это немцы себе спокойно сегодня сосиски едят? Они должны страдать. И вот это вот для меня это все выглядит как помесь посткоитальной дисфории, то есть вот именно постпраздничной дисфории, которая построена на неспособности понять, что же на самом деле происходит. Знаете, еще есть такой диагноз алекситимия, когда люди не знают, как интерпретировать свои чувства. Вы спрашиваете человека, что ты чувствуешь? Он говорит, я не могу понять. Украинцы не могут понять. У них алекситимия. Они не знают, что должны чувствовать люди, когда происходит начало войны. Вы где-то-нибудь слышали, чтобы 39-й год праздновался? Ну, или 22 число. Или 22-й, да, вы помните это? Я такого не наблюдаю. Понимаете, но ведь это же все равно отображается, вот вы так заговорили об этих странах, определенной подпиткой, да, со стран Запада. Ну все как в 22 году, все поддерживают Украину, и вот это вот все, вот это вот, там, Эйфелева башня загорелась цветами украинского флага, представляете как? Потужно же, потужно, а украинцам самим, да, всячески напоминают, и все же было построено как? Мы сейчас, наверное, разберем, да, главного потужника и главного человека, который не мог даже сдержать эмоций радости и удовлетворения, потому что все вот эти сливки политические от этой даты, от всех там событий, гости приехали в Киев, кто-то что-то написал, включился по скайпу, там решительные желающие собрались по видеосвязи, потом там Нордик, все так вот, Нордик, наши северные друзья и соседи, в общем, балтийские тигры, вот все. И он не мог даже на молитве, да, траурной молитве за Украину, не мог сдержать этих эмоций, потому что он видел, что все идет как надо. Мы его разберем, но всем очень примечательно и очень важно понять, почему вот это работает. Есть много ресурсов, много роликов вышло, да, и все указывают на том, а смотрите, как было в 22 году. И вот тут мы сталкиваемся, вот реальность и деланная реальность сталкивается в самом главном. Нам показали, как бы напомнили и всячески напоминали, как в 22 году все ринулись защищать Украину, и, мол, как было круто. Даже вот этот ролик выпустили на Армии ФМ, что, смотрите, очереди у военкоматов. То есть... Нас зібралися охочі обороняти. Вы с Польши? А Вернулись чему? на родину, едем воевать. Возле цирка куча желающих получить оружие. The army has hundreds of thousands to draw on. Має магазин. Ну и, конечно, эпический кадр, да, там, силы обороны Украины, женщины, студенты, дети, от мала до велика. Вот смотрите, мол, какие мы были. И это как бы поднимает духоподъемное видео. Но мы же видим картинку вокруг и сейчас. Меняет ли вот эта картинка 24 числа 22 года, да, ситуацию 25-го, 26-го? Не меняет. Для меня это похоже на то, как одинокий старый мужчина, абсолютно без зубов, с плохим здоровьем, мочится под себя и вспоминает, как когда-то он хорошо играл в лото в молодости. У него были успехи, у него был потенциал, он мог добиться больших успехов в чем-то там. Вот он там познакомился с красивой женщиной и ничего из этого не реализовал. Ведь смотрите, Александр, на самом деле, сколько было хороших возможностей у Украины,
реализовать хорошее контрнаступление, когда забрали часть областей, когда из Харькова выбили. Помните, период был хороший, да? Было же время. Можно было реализовать. Но реализации не произошло. Получилось так, что успех не был не то чтобы реализован, он даже не был замечен. Мы прошли мимо реального успеха. Такие вещи можно было бы праздновать. Но не начало, не 22 год, 24 февраля. Не это мы должны были бы праздновать. Мы должны были бы праздновать реальные успехи. То есть, когда люди, например, я понимаю, можно праздновать, допустим, март, когда мы показали, что несмотря на трудности, люди встали, люди сопротивлялись. Вот это вот имело бы смысл показывать. А люди почему-то празднуют именно, прям самый-самый кошмар. Нельзя праздновать это траурное событие, его никто не празднует, его упоминают. И сейчас идея заключается в чем? Они показывают, какой была Украина, для того, чтобы жить прошлым. Украина, в принципе, всегда живет либо прошлым, либо будущим. Обратите внимание, мы никогда не думаем о том, чтобы сделать хорошо сейчас. Мы боремся за свободу. У меня вопрос, кстати, тоже возникает интересный вопрос. Как ты поймешь, что ты выбрал свободу? Ты никогда не был свободным. Откуда ты знаешь, что это такое? Вот как представление, что ты знаешь, что такое свобода, за что ты борешься? То есть мы боремся за свободу, за вильную Украину. Откуда ты знаешь, что это? У тебя должно быть понимание. Дай дефиницию определению слова «свобода». Ты можешь это описать? Не можешь. Почему мы должны тогда опираться на это? Второй момент. Живем прошлым. Когда мы выбрали что-то в какой-то момент, никто не смотрит потом на откат. Опять-таки, для меня это очень похоже на лудомана. Знаете, который зависим от казино, он вкладывает какие-то деньги, и он живет мыслью о том, что он когда-то выиграл 1000 гривен. Он вложил уже туда 200 тысяч. Он уже позычает у всех. Он всем уже должен. Он продал дом. Он живет в доме сейчас, который ему не принадлежит. Украина – это лудоман. Причем не просто лудоман. Александр, обратите внимание, Украина – это лудоман, который празднует терминальную стадию своего рака, неизбежного. То есть он празднует, что начало было ужасным, и что вот это продолжение, которое будет тоже ужасным, потому что любой ужасный конец лучше, чем ужас без конца. А конца этому как будто бы не видится. Потому для меня это все выглядит как какое-то, знаете, такое некротическое мракобесие. Вот фанатизм по мертвому. Причем по мертвому всему. И метафорическому, и культурному, и реальному. Некрополь просто. Знаете, Зеленский, опять-таки, много наговорил за эти дни. И да, это да. Мы стараемся понять, разобраться, посылы. Уже даже, знаете, этот шум даже не слушаешь. Потому что череда интервью, разные заявления, он где-то тяжело, я понимаю. То есть, да, в принципе, у журналистов у многих одни и те же вопросы, да, а ему нужно каждый раз извергать нечто яркое. Он даже там говорит, что он даже вскрываться начал в определенных моментах, типа, вот мы должны что-то вот такое подписать, но чтобы это не было навсегда. То есть, что-то такое, но чтоб не навсегда. Примечательно, что вот есть такое выражение «окно Овертона», которое пытаются расширить. Этим вдруг начал заниматься Буданов. Сегодня прошла информация в РБК, он дал комментарий и говорит, товарищи, мы ведем переговоры, поэтому нет смысла, это неправильно, когда мы стреляем по Путину, Путин стреляет по Зеленскому. Это правило. И все такие, знаете, прочитали, как? Серьезно? То есть в момент переговорном процессе так не делают. Но проблема в том, что Украина же так делала, и делает, и продолжает делать. Но это вроде как пытается врачевать Буданов. Вместе с этим Зеленский в сухом остатке не получает практически ничего. Он получает обещание почти миллиарда от Европы на следующий отопительный сезон. Он получает мощные речи, поддержку, скепсис Макрона, что, мол, все быстро не закончится. Уитков включился по случаю, и видно было, как ему было неловко, потому что, как-то надо что-то хорошее сказать. Все же выставили как какую-то свадьбу, понимаете? Свадьбу между нелюбимыми. Вот какой праздник, наверное, характеризует. Не день рождения, не какой-то там юбилей. Свадьба, как
какая-то между партнерами, которые не любят друг друга, да, и все как бы знают, что они не любят друг друга, но вот празднуют и делают вид, что веселятся. Витков говорит, да, мы за то, чтобы с Путиным встретиться. Но Урсула не дала даты, когда Украина будет в ЕС. Говорит, не скажу, мы поможем, но я не знаю. То есть предметно, кроме обещаний денег на следующий отопительный сезон, кроме, ну, скажем так, вот этих танцев вокруг нефтепровода «Дружба», кроме конкретных посылов, что мы не отдадим Донбасс, то есть мы не имеем ничего в сухом остатке. И это видно. Как вы оцените 24-е с позиции, ну, так а что получили? Мы, проведя вот эти все встречи и вот так позиционируя дату начала большой войны. Александр, мы ничего не получили. Получил только Зеленский. Это овации от людей, которые не имеют никакого к этому отношения. Естественно, я как украинец скажу так, я был бы рад, чтобы Украина вступила в Европу. Это выгодно всем украинцам, это выгодно, ну, вот, представителям Украины, это выгодно. Это не выгодно Европе, потому что это, ну, как брать больного родственника на содержание, которое тебя не уважает, ты всегда считаешь, что ты ему виноват, и что ты должен, и у тебя всегда какие-то проблемы. То есть Европе брать в Евросоюз, короче, Украину невыгодно, а украинцам и Украине в целом выгодно. То есть я бы хотел. Просто все эти разговоры Зеленского, и высокопарные, какие-то приземленные, когда он про бункер что-то рассказывает, когда он рассказывает о том, как он устает, что у него проблемы с близкими. То есть все, что он это рассказывает, оно не вызывает ни у кого никаких эмоций, кроме формальной реакции. Формальная реакция – это та реакция, которую обычно дает Европарламент, когда, ну, кто-то толкает какую-то... Все понимают, что так сейчас звучит какая-то важная речь. Знаете, как на каких-нибудь там на выпускных очень скучно, никто не слушает человека, который рассказывает, то все понимают, что нужно похлопать в конце. Ему там хлопает, и в общем... Ну, не 2 минуты же, как в Европарламенте. Да. Ну, подождите, но он же купают его в овациях в этих? Чтобы он больше не разговаривал, может быть. Для этого, знаете, типа, давай уже уходи, то еще на бис начнет. Потому как бы это все формальщина, Александр. У меня приятель, который работает, он в Брюссель постоянно ездит, вот он рассказывает, я присутствовал в Европарламенте в моменты, когда толкаются речи, фиксируют овации, часто происходят такие, по 2 минуты долго и так далее. Просто фиксируют их, это же селективное мышление, фиксируют их только у Зеленского. Понимаете? Создается иллюзия значимости, а там значимости никакой нет. Эти люди просто хлопают, лишь бы хлопать, они просто понимают, что в этом нет никакого смысла, потому тем, кто нас смотрит, зрители, не вникайте в эти овации. Они, во-первых, не принадлежат Зеленскому, это каждый, кто там выступает, получает длительные овации. Причем Макрон их получал тоже длительные, хотя там про Украину особо тоже речь там не шла. Мерц и прочее. То есть в этом ничего особенного нет, не вникайте в эту историю. Это первое. Второе. Удивительно то, о чем вот сказал Зеленский, но почему-то это многие проигнорировали. Вы об этом слегка так намекнули. Он сказал, что мы все равно заберем свои территории назад, это лишь вопрос времени. Но сейчас мы не можем. Вы понимаете, что эта риторика, она настолько агрессивная. Вот если человек говорит о том, что мы все равно назад вернем, какая вообще должна быть мотивация у России идти на такое примирение, которое будет предусматривать впоследствии связь Украины с США, например, или связь Украины с Евросоюзом. То есть история о том, что мы все равно рано или поздно заберем, это звучит для меня так. Я сейчас немножко окрепну, и потом приду, дам тебе по зубам. Почему Россия должна идти на перемирие в таких условиях? Это лишено здравого смысла. То есть в этом нет никакой логики. И проблема в том, что хорошо, даже если ты так считаешь, зачем ты это говоришь публично? Говори это для украинцев. У тебя же есть каналы, пиши в какую-то помойку украинскую. Там для этого есть куча идиотов, блогеров, которые будут это все постить, и они будут с удовольствием, они позакрывают комментарии, естественно, как обычно, но они это запостят. Зачем ты это говоришь в европейских средствах массовой информации? Неужели ты не понимаешь, что это будет читаться, как война будет, мы всегда заберем назад и Донбасс, и заберем Крым. То есть это перманентная война.
И вот в этом ключе, Александр, вот у меня такой даже к вам вопрос. Не знаю, наверное, вам вопросы не очень часто задают. Мне интересно ваше мнение. Какая мотивация вообще людям при возможности уехать, оставаться на территории страны, которая неизбежно будет воевать с первой или второй, да даже хоть 10-й ядерной державой? Ну, смотрите, тут же какой момент? Люди, они хотят быть дома. А вот эти водящие хоровод в Барселоне или там в Мюнхене, или вот эти все, скажем так, потушники, они же, ну, это же несчастные люди. Люди не хотят быть еще более несчастными. Я, кстати, ну, вы неоднократно в наших с вами разговорах продвигаете вот эту историю, что нет смысла тебе. Да, тебе будет нелегко, непросто, ты должен поехать, зарегистрироваться беженцем, тебе дадут какое-то пособие, побыть в каком-то лагере, где-то там с какими-то непонятными, на непонятном языке, ничего страшного, язык выучишь. Как бы это целый путь, и как бы тебе будет лучше, да? Но это как уколы, ну, как помните, вот эти болючие уколы, да, когда ты понимаешь, что это очень много и долго, и ты понимаешь, что ты не излечишься. А если ты находишься дома, да, ты все равно знаешь, что как-то это все будет. Плюс у нас есть очень много таких моментов, ну, таких надежд, что что-то изменится. Люди, которые за рубежом, вот это вот, они же, понимаете, они, может быть, физические, да, но они все равно несчастные люди. А ты не хочешь быть еще больше несчастным. Плюс, все-таки, ну, дом есть дом, да, как ни крути. Люди остаются даже под бомбежками дома, да, ожидая, что все как-то закончится, или фронт двинется дальше, или уйдет, все равно до конца. Их, как выяснилось недавно, вот эти товарищи Корчинского из ГУР, Буданова, ну, в прошлом Буданова, братство вытаскивают за ноги с прифронтовых территорий и мобилизуют. Да? То есть они все равно сидят и остаются. Они не могут поехать внутри страны, поэтому это не рецепт для них. О, что вы не оставайтесь в Украине. Это другой подход к жизни, понимаете? Это очень серьезная, кстати, тема для разговора. Именно поэтому, наверное, есть много критиков. Там, вот смотрите, поуезжали, там сидят, понимаете? И просто разные люди поуезжали по разным причинам. Ровно по тем же разным причинам люди остаются до конца, до самого предела. И они надеются на выздоровление. И вот эти вот вещи, когда вы говорите, я согласен с вами, безусловно. Это вразрез идет вот Буданову, который хоть немножко начал говорить какие-то здравые моменты, что, ребята, если у нас переговоры, вы не можете стрелять по лидерам. Если у нас переговоры, ты не можешь говорить, что мы все равно все вернем. Ну, то есть, даже если ты так считаешь, даже если там ты имеешь в виду исторический контекст 200 лет или 100 лет будущего, да, там какого-то, что так как-то вот исторически перевернется. Поймите, в чем дело. Зеленский это говорит как вот при смерти больному, что все равно все будет хорошо. Все равно все будет нормально. Но все прекрасно понимают, что сейчас будет операция, и там не факт, как ты из нее будешь долго выходить, и вообще выживешь ли ты. Смертельная операция у тебя впереди. Поэтому как бы дома и стены лечат. Вот так бы я ответил. Пространно, конечно, да, из многих частей на ваш вопрос. Я согласен с вами. Да, дома и стены лечат, дома и стены помогают, все. Но есть цитата Мартина Немюллера, пастора, он был в концлагере. Вы ее, наверное, прекрасно знаете. Она звучит так. Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал. Я же не коммунист. Потом нацисты пришли за евреями, я молчал. Я же не еврей. А потом они пришли за мной. Это то, что будет ждать Украину и украинцев. Сегодня ТЦК приходят за мужчинами призывного возраста. Завтра они будут приходить за мужчинами юного возраста. А послезавтра придут за женщинами. Ну, просто это математически не бьется. То есть даже с учетом того, о чем там говорят по поводу 50 тысяч, убивать 50 тысяч россиян – это абсурд. Почему здесь вообще россияне? Ну, в общем, убивать солдат, давайте назвать так, солдат воюющей армии против нас.
по 50 тысяч. Если наши же тоже, как бы не бессмертные, и наши тоже люди умирают, и в России нету такой жесткой мобилизации, а у нас есть, и мы уже не стягиваем, мы уже реально, как бы близки к тому, чтобы снизить призывной возраст, и уже история с тем, чтобы 23-летние выезжали, как бы уже не актуальна будет. А представьте, что если это назад вернуть, какой может быть реально хаос внутри. Я не говорю, там люди не будут выходить, не будет какой-то революции, я уже это объяснял. То, что случилась революция, народное восстание делает не народ. То есть вот этого не случится, но какой будет хаос в головах. То есть это же будет величайшая национальная травма. А индикатором этой травмы будут действия людей на фронте. И никто не поймет, в чем суть проблемы. Ну, единицы поймут, те, кто туда не поедет, скорее всего. Это люди, они будут понимать, что суть травмы, проблема этой травмы – это государственный строй и управленцы. Остальные таки будут думать, что проблема только в России. То есть мы стремимся к неизбежной травматизации. То есть, знаете, это как отсроченное посттравматическое стрессовое расстройство. Даже если война закончится, последствия догонят. И когда они будут догонять, вы же понимаете, опять-таки, они будут догонять не просто психическими расстройствами, там, подрывами машин, убийствами или еще чем-то. Отсутствием развития. Вот что самое страшное. Не будет никакой динамики. Сейчас рождаемость в Украине, одна из самых низких в мире. Одна из самых низких в мире. И дело даже не в рождаемости. Смертность высокая. Понимаете, в чем дело? Есть страны с низкой рождаемостью. Южная Корея, там низкая рождаемость. Но у них смертность меньше. А у нас и смертность одна из самых высоких, и рождаемость из самых низких. И сейчас люди об этом как бы не говорят. У меня товарищ работает на границе, он говорит, что я сейчас вижу, какое количество, колоссальное количество людей выезжает. И проблемой становится тому, что провоцирует выезды. Неспособность государства поддерживать дипломатический строй для того, чтобы договориться не бить по энергетике. Мы же первые ударили по энергетике после перемирия энергетического. Если кто не помнит, я напомню, было перемирие энергетическое, все было хорошо. Мы вклепали по 2 НПЗ, на 3-й раз нам прилетел ответ. Все, с тех пор это все закончилось. К чему Россия от этих НПЗ никак не пострадала. Украинцы просто с ума сходят, замерзают дома. То есть люди не существуют в реальности, они просто как бы рассчитывают открыть глаза в следующем дне. Понимаете, это такая достаточно сложная тема, но тут с вами же можно поспорить насчет Майдана. Украинцы с 2014 года, 4-й год, 14-й, им дали вот такой посыл, что вот в любой момент вот что-то не понравилось, можно выйти на Майдан и, в общем, выгнать того, кто не нравится. Есть такое мнение. Даже вот депутат Камельчук от «Слуги народа», он с Львовской области избирался, даже он об этом говорит. Но он об этом говорит в контексте, давайте так, вот этого референдума. Сейчас же вот это вот все обставляется, что и в обращении тот, который бункер показывал свой Зеленский вчера, да, по случаю годовщины, он же что говорит? Он говорит, что украинцы должны решить. То есть люди грамотные, понимающие, говорят, подождите, украинцы что могут решить? Украинцы не решали ничего, да, чтобы там предотвратить войну. Они не могли массово, например, выйти на Майдан и сказать, не нападайте на нас. Да, это должны были делать люди, дипломаты, которые избраны, делегированы, это их полномочия. Избежать войны. Или, например, не могут все украинцы выйти и сказать, дайте нам оружие. Но этим путем идет Зеленский, перекладывая ответственность. Однако вот эта прививка, что в любой момент все может изменить Майдан, она же остается в контексте непопулярных решений, к которым очевидно сейчас идет, історично йде. От що говорить Камельчук. При всій повазі до президента будь-яку відповідальність покласти в тій сфері, де приймає участь якраз президент, і в тих питаннях, які не можна виносити на референдум, таким способом не можна вирішувати. Я думаю, що це все ж таки, повторюсь, елемент лише для того, щоб пояснити нашим закордонним партнерам і Росії, що позиція переговорної групи президента підкріплена настроями народу. То есть, что он говорит? Он говорит, что эта вся тема с референдумом – это Филькина грамота.
решать будет президент, решать должны люди, которые там депутаты, которые власть, которые там, да, элиты сейчас называют, но это такое, я не люблю это выражение. Это он говорит. Это все как бы, это все дым, это все мы должны показать Западу, должны показать России, что мы опираемся на народ. Ну хорошо, а дальше что? Тому не можна продовжувати цього вимагати, тому що нічого не вийде. Народ, якщо раптом би хтось спробував запропонувати щось в стилі Януковича 13-14 року, народ піде навіть під час воєнного стану на Майдан. Є кому піти, повірте мені. Навіть якщо це будуть одні жінки, вони підуть і будуть висловлюватися. Тобто ви маєте на увазі у разі несправедливості, такої несправедливості, як ви Взагалі пропозиції якоїсь несправедливості. Заради чого ми воюємо з 2014 року? Заради чого десятки тисяч українців, сотні тисяч українців, перепрошую, загинули, я про військових кажу, а з цивільними це сотні тисяч. Якщо врахувати не підтверджену, але багатьма подану умовну статистику загиблих в Маріуполі, то там більше 100 тисяч загиблих, про яких нічого не відомо. І про них, на жаль, не говориться, що вони безвісті зниклі, тому що взяти умовно звіти даних не вдається ніяким чином. Ну, то есть, вот он... Это очень интересно. Я вот всех призываю слушать, потому что он вроде как говорит об одном, говорит, мы в любой момент выйдем на Майдан, и пугают, это пугалка Майданом сейчас. Только стоит предложить что-то. Сразу вот это, да, вот этот риск, того мы выйдем, и война, женщины выйдут, старики. Я вспоминаю день выборов, там марш лилипутов, губернатор нас не замечает, понимаете? То есть все прям выйдут на Майдан, и все это произойдет. Но тут же он параллельно вбрасывает вот эту историю, пытаясь оправдать, ну, наговорился, да, про десятки тысяч, и пытаясь по этому поводу что-то дополнить, он вдруг поднимает тему Мариуполя. Представляете? Ну, то есть, вроде как это не тема, да, его ответа, но тут он вдруг как-то вот выдает эту историю. Вот эти два момента прокомментируйте. Прививку Майданом, ну и вот эти потери, когда он реально проговорился сейчас. Во-первых, по поводу, да, он попытался там, начну со второго. Он проговорился, а потом попытался и исправить эту ситуацию. Во-первых, сказал, сколько умерло военных, но потом это же гражданские, еще сколько без вести, никто же не понимает. И он попытался исправить ситуацию, но только ее усугубил. Он как будто бы подсказал, где нужно искать истину по количеству смертей. Сотни тысяч. А потом начал говорить про мирных граждан, но мы понимаем, к чему это все шло, мы понимаем, где он лукавит, потому что мы уже смотрели историю. Был выпуск как раз, где мы обсуждали, и вы обсуждали и с другими спикерами, да, что это все является ложной информацией, что большая часть это без вести пропавшие, которые впоследствии будут найдены, но уже как бы нельзя будет получить за них вознаграждение, которое ожидают как компенсацию близкие. Комментируя прививку, это очень классная метафора, то, что вы сказали, прививка. Вы знаете, как это как привиться от болезни, которой в твоем регионе нет. Вот это как дать человеку оружие, чтобы он никогда им не воспользовался. Какой Майдан? Надо тогда уже распределять, разделять понятия. Люди выйдут на Майдан, Александр, или их выгонят на Майдан. Это совершенно два разных полюса. Потому для меня вот эта прививка Майданом, это привили от какой-то там африканской сонной болезни украинцев. Шикарно. 0 смертей от этой болезни на территории Украины. Давайте и еще чего-то привить, чего совершенно никогда у украинцев не было. Ни одна революция не проводится непосредственно людьми. Она проводится совершенно, понятное дело, другими людьми, имеется в виду, она проводится. Она проводится людьми, которые это будут финансировать и инициировать. На данном этапе это было возможно только в ситуации с упразднением НАБУ и САП, но сейчас этому случиться уже никто не даст. Повторной такой ситуации не будет, несмотря на то, что сейчас Зеленский будет очень сильно стремиться к наказанию НАБУ. У них серьезная сейчас операция по внутренней информации, они стараются прям наказать НАБУ. Но дело в том, что НАБУ сильно крепко взялись и за службу безопасности, и за СБУ. И там сейчас будет, какая веселая история, и вот она, я думаю, это к апрелю раскроется. И вот тогда уже будут ясны некоторые моменты, в том числе по Зеленскому. Если помните, как я говорил, да, в числе, во множестве букв будет одна цифра. И вот мы ждем, когда эта цифра появится.
И, по крайней мере, все сейчас об этом только и говорит. Потому нет, я не думаю, что случится Майдан, потому что для того, чтобы он произошел в этом Майдане, должны быть заинтересованы. А если людей выгонят на Майдан для того, чтобы бойкотировать мирные, скажем так, условия мира, которые будут предложены и согласованы на высшем уровне, но не удовлетворены одним человеком. То есть, смотрите, весь аппарат власти и Зеленский – это два совершенно разных аппарата. Потому что весь аппарат власти как бы понимает, к чему все идет. Буданов в том числе, он очень умный мужчина, он понимает, чем это все закончится. Но у Зеленского свои интересы. Естественно, он хочет выторговать личную безопасность, он хочет выторговать для себя комфортные условия. Уходить с поста он не хочет. Он значим, он хоть сколько-то значит, стоит хоть чего-то, пока он на посту президента. После этого все становится явно. И он не хочет столкнуться с реальностью. Более того, он не хочет, чтобы украинцы с этой реальностью столкнулись. И не потому, что он испытывает жалость к ним, он никакой жалости не испытывает. Опять-таки на пленках Миндича будет, это правильно, пленки Зеленского. На пленках Зеленского будет слышно, что он думает про украинцев, как он о них отзывается. И я хочу посмотреть в глаза тем идиотам, которые его сейчас защищают. Кстати, среди этих идиотов даже есть у меня одна знакомая, которая говорит, а что Зеленский может сделать? Он же это удивительно. Но хочу посмотреть на их лица, когда Зеленский будет использовать очень неприятные, нелицеприятные слова и комментарии в сторону именно народа Украины. Потому прививка есть, да, вы правильно сказали, привит народ от заболевания, с которым никогда не столкнется, потому что он находится где-то там, потому что это прививка не для демократии, а от демократии. Насчет демократии здесь вообще очень интересно, да? Интересно, как это все выглядит и подается. Вот, например, Стефанчук заговорил о выборах. Смотрите, Вот. это же потрясающий комментарий был. Дня виборів можливо лише в тому випадку, якщо ці вибори будуть відповідати двом основним показникам. Вони повинні бути демократичні, але вони повинні бути безпечні. То есть, смотрите, сразу, да, у нас такая демократические, но безопасная. Що без цих двох показників проговорити про вибори неможливо. Україна не Росія, і нам не треба вибори так, як проводяться в Російській Федерації. І тому для нас дуже важливо зробити все, щоб ці вибори були визнані всіми нашими зарубіжними партнерами, як такі, які проведені відповідно до найвищих стандартів демократії. Але і забезпеченою безпекою тих, хто бере в них участь. І тому ціла низка питань, які нам треба вирішити при підготовці до цих виборів. Насамперед, це безпека громадян України, які будуть брати участь у цих виборах. Це забезпечення права голосувати і бути обраним для захисників і захисниць, які сьогодні ціною власного життя і здоров'я боронять незалежність України. Це питання, яке ми повинні вирішити, це залучення до виборів 8 мільйонів українців, які знаходяться за межами України, з тим, щоб вони мали можливість проголосувати. Це питання, яке ми повинні вирішити, це питання залучення іноземних спостерігачів, щоб не було так, що на Західній Україні спостерігачів буде багато, а в Харкові, в Одесі, в Херсоні, в інших містах їх не буде, тому що це не будуть демократичні вибори. І ціла низка інших питань, які стоять перед нами. І український парламент сьогодні чітко розробляє відповідну законодавчу матрицю. У нас створена група, яка напрацьовує законодавство про так звані поствоєнні вибори. І я думаю, що найближчим часом ми представимо результати цього проєкту закону, тому що над ним працюють не тільки депутати. Ми зробили максимально великий і широкий майданчик для обговорення всіх питань, залучивши туди максимальну громадськість, фахових експертів, представників Центральної виборчої комісії. Ну, в общем, все дружно занимаются этим законодательством. Накидал кучу проблем, наговорил много чего интересного. Ну, это как вот эта стандартная фраза, Ну, Зеленский же говорит, это же потрясающе. Он же говорит, значит, если вы хотите меня убрать, то попробуйте провести законодательно честные выборы. А если вы хотите как условия войны, то давайте. А вот это он Стефанчук рассказывает, они поствоенные уже выборы вбрасываются. То есть до этого, я помню, до 15 числа февраля должны были во время военного положения, а они сейчас как бы поствоенные, эти выборы. Слушайте, ну понятно, что крутят и играют, как цыган солнцем этой темой власти. Так а что они пытаются вымутить? Значит, во-первых, даю ответ на все сложные, невероятно сложные задачи Стефанчука. Первое, провести их демократическими, чтобы они были реально демократическими, эти выборы. Это ответственность стороны украинской. Для того, чтобы
Они были безопасными от ответственной стороны российской. Так в том-то и дело, что Путин сказал, мы остановим вообще, идите, делайте выборы. Мы в этот период не будет никаких боевых действий. Мы даем вам карт-бланш, занимайтесь. Получается так, что Россия в выборах заинтересована больше, чем Украина. И вот тут у меня, кстати, такое, знаете, двойственное. Я не совсем понимаю. Получается, зачем вообще России менять Зеленского? Ну, ведь никто не разрушает государство так эффективно, как Зеленский. Что оставьте его еще годики, там уже можно будет не только Донецк, там уже и Херсон, ну, с такими успехами. Просто подождите чуть-чуть, Зеленский все за вас сделает, ничего не надо делать. Но, в принципе, то, о чем говорит Стефанчук, уже задачка решена. Есть два варианта. Первое – демократичность этих выборов, демократическую составляющую может гарантировать только Украина, украинцы. А безопасность только Россия. Не Америка, не Евросоюз и не Украина, а именно Россия. Россия, как говорит, мы предоставляем вам такую возможность. Делайте. Не хотят. А история с тем, что это будет поствоенная, ну, тогда получается, что еще 3 года выборов не будет, исходя из слов нашего великого. Потому что Зеленский, как говорит, мы готовимся еще к 3-летней войне. 100-летняя война будет, 200-летняя война. Просто дело в том, что войны в те времена, когда они могли длиться 100 лет, и войны, которые сейчас, это совершенно разные войны. И у нас нет такого, знаете, ресурса. Спартак, смотрите, проще на этот вопрос ответил по поводу выборов мэр Дніпра Філатов. Вот що він говорить. Я можу сказати тільки про вибори. Вибори зараз в жодному випадку вони не на часі. От просто вони не на часі. З точки зору чого саме? Починаючи від безпеки і закінчуючи політичним розхитуванням ситуації. Тому що, знаєте, я може так трошки скажу, контроверсивні речі, але є певна така, знаєте, зараз дебілізація людей, коли вони повністю занурені в соцмережі, і ми дивимося, яким чином це робиться маніпуляції через соцмережі, особливо навіть там через TikTok. Дивіться, там румунський досвід, там, в тому числі вибори в Молдові, як росіяни, просто вкидуючи там, я не знаю, десятки мільйонів доларів в ці всі іпсошні операції, вони фактично дестабілізують суспільство. То есть нельзя проводить выборы, потому что все дебилизируются. Видите, терминами психолога заговорил мэр Днепра. Да, в соцсетях. А россияне, видите ли, бросают сотни миллионов и могут на это повлиять. То есть дурак ты, украинец. Дурачидло ты! Какие тебе выборы? Ты сидишь по этим тиктокам, ютубам, фейсбукам, телеграммам. Это же вопрос времени, пока они сидят по телеграммам, как планируется. Понимаете, если внешние раздражители могут повлиять на мнение политики внутри государства, то ценность внутренней политики нулевая. Нулевая. Внешние обстоятельства почему-то не могут повлиять на политику внутри Венгрии. О, чудо, понимаете? На Украину не оказывается такое давление, как оказывается, например, на Венгрию. Венгрия находится в составе Евросоюза. Поправьте меня, если я не прав. И Евросоюз в Европарламенте очень крепко давят на Венгрию. То есть давление колоссальное. Венгрия не прогибается, Словакия не прогибается. То есть 2 государства сталкиваются с серьезным давлением, не прогибаются. И их внутренняя политика от этого не меняется. Там по-прежнему управленцев поддерживает подавляющее большинство. Согласно опросам, Фицо, Орбан поддерживаются подавляющим большинством. Традиционистами по большей мере. А теперь посмотрим, что происходит в Украине. Если Украина не способна, если украинцы и Украина не способны придерживаться своей внутренней политики, внутренняя политика рушится от внешнего воздействия, внимание, Александр, врага, который для них очевиден. Вот представим себе ситуацию, давайте я упрощу до нельзя. Представим себе ситуацию, вы живете в многоэтажном доме, и вот у вас есть сосед, по вашей лестничной клетке есть сосед. Вы знаете, что это ваш заклятый враг. И вы живете, допустим, с семьей, вы друг друга любите, 99% времени вы проводите вместе, и вот он в какой-то вечер выходит и говорит, твоя жена тебе все изменяет, ты просто не знаешь, она тебе изменяет. Если муж начнет сомневаться и поверит врагу, а это враг для него, то ценность отношений
ценность брака этого нулевая, если не отрицательная, потому что она может только разобщить и ухудшить качество жизни. Как должен действовать в таком случае человек? Он говорит, слушай, ты мне никто, ты вообще мне не друг, ты, если не друг, то... Если и не друг, то просто только знакомый, вообще тебя просто знаю здесь. Я на твои слова реагировать не должен. А представьте, что происходит. Вот прототип Украины. Выходит какой-то мужик на лестничной клетке и говорит, что ты, оказывается, веришь своей жене, жена тебе изменяет, еще и со мной периодически. И он такой, все, приходит домой, говорит, Люда, ты мне изменишь. Он говорит, ты что, дурачок? Я говорю, 99%. Санкции, Люда, санкции на тебя. Да. Она говорит, слушай, так я в инвалидной коляске. Я вообще куда? Как я изменяю? Я не могу ничего сделать. Он говорит, нет, ты катаешься к моему соседу, пока я ухожу. Понимаете? То есть для меня это выглядит так. Абсурд, если внешняя политика врага может повлиять на внутреннюю политику. Это говорит о несостоятельности внутренней политики. Ну, это безусловно. Но вы знаете, с этими всеми запретами Телеграма происходит, ну, знаете, вот многие находят в этом какую-то параллель. Давайте разберемся. Это прям очень важно. Тут было Совбез ООН, ну, по случаю 24 число, Генассамблея голосовала, да, то есть они там выдвинули прекратить огонь, немедленное перемирие, все такое. Иран, КНДР, Россия, понятно, против, США и Венгрия воздержались, ну, страны поддержали, то есть, ну, я думаю, вы видели эту новость, это... Ну, вот интересно, что на вот этом совбезе, да, постпред России Небензя говорит, говорит, украинец. В общем, цитата. «Если формально, я украинец. У меня такая странная фамилия, славяне знают ее, трудно найти даже в Украине. Она вообще из запорожских казаков. Мой отец щирый украинец, да и мать тоже из казачек. Пощирее, чем вы, пани Беца». Беца – это представитель от Украины. И пан Мельник тоже, да, вот они как бы дискутировали, да, на этом, скажем так, ну, на слушаниях. Но для нас разницы нет, мы все одни. Миллионы украинцев в России, миллионы русских в Украине и в Беларуси тоже. Вы сами это прекрасно знаете, говорит Небензя на экстренном заседании СБ ООН по Украине. Ну, Беца ответила, что Небензя не украинец, как и русские с украинцами не представляют один народ. По ее словам, это две нации с различной идентичностью и историческим опытом. Но слушайте, многие же сейчас шутят, что в России Телеграм ограничивают, запрещают, что в Украине. И многие вот находят в этом какое-то вот, ну да, сходство. То ли потому, что мы воюем, то ли потому, что правда Небензя украинец, а мы как бы это отметаем, и в принципе рычаги и процессы одни и те же. И понимаете, что самое интересное? Это же не старший брат подглядывает у младшего, а младший брат подглядывает. Сначала происходит там, а потом происходит здесь. Только у них есть ресурсы, возможность и время, и люди для того, чтобы адаптироваться, перестроиться и сделать так, как надо, а у нас этой возможности нет. Сейчас Зеленский крепко обвиняет Европу в том, что они не могут дать денег на то, чтобы сделать армию контрактной. Это колоссальные деньги, это невозможно выделить. А в то время как, да, первое начало, вот там февраль, март, апрель, май, июнь 2022 года были тяжелыми, там русские мобилизировали, были страшные мероприятия. Нормализовалось, все собрались, сделали контракт, ну, сделали так, чтобы это стоило дорого. Все, теперь мотивированные люди воюют. У нас было изначально наоборот. Люди были мотивированы, хотели идти сами, не надо было их заставлять. Многих даже не брали. Говорили то, что, слушайте, ну как мы отправим, никак нечему комплектовать, не надо, всего хватает. А теперь отлавливают, забивают, убивают вообще просто как скот. И самое интересное то, что я буду прям, знаете, с упоением смотреть, если выборы будут, если скот снова проголосует за владельца скотобойни. Вот прямо интересно. Это хочется посмотреть. Это как, знаете, есть главврач в психиатрической больнице, и, как правило, у главврача есть зам. Часто главврач хороший, приятный человек, а зам главного врача человек неприятный, склочный, довольно циничный, и он никогда не станет главврачом, он, как правило, всю жизнь зам. И вот это такое ощущение, что люди хотят проголосовать не за того, ну, то есть не выбрать снова того главврача, который приятный, как бы понятно. Они хотят, чтобы все-таки к власти пришел вот этот склочный, потому что все-таки должны быть какие-то перемены.
Мы уже поели этих перемен, и мы видим, что перемены как бы, не положительные. И я хочу все-таки посмотреть, как будет дальше. Интересно, будет ли это такая ментальная, социальная, даже так сказал бы, этническая эвтаназия по собственному решению. То есть они, по сути, примут решение закончить существование украинского народа как народа, закончить существование Украины как целостного государства, потому что я напомню зрителям, кто не знает, сам себе напомню, Александр, вам напомню, я думаю, вы помните, что государство без людей существовать не может, люди без государства существовать могут. Нет, формула понятна, но все-таки если... Тут же очень важный момент. Смотрите, это все и критика, да, она там дело Надурова, которое он подтвердил вчера, собственно, сказал, что он же как защищается Телеграм? Говорит, свобода слова и то, о чем вы сказали выше, да, он просто другими словами, что государство боится своего народа, то есть своих людей боятся. Это он про Россию. Да? Поэтому запрещают, там ограничивают Телеграм. То есть, если ты боишься своего народа, ты так поступаешь. Очень интересный комментарий по поводу всего происходящего от Верещук. Это уже после вот этого поста ее там выхватили, и она вот комментирует. Обмежити. Ми говоримо про те, що нам, і ви чули міністра Клименка, ви чули інших високопосадовців, які, власне, не з інтернету і не зі ЗМІ знають, що насправді відбувається і як Росія б'є нас саме через телеграм-канал. Бо це єдина платформа, яка дозволяє анонімність. І в даному випадку держава повинна захищатися. А можете як? Яким чином? Це вже мають дати відповідь наші спецслужби. Є відповідні цілі департаменти, які працюють в СБУ, до прикладу, так? У них є розроблені рішення. Тобто я, очевидно, розумію, що це важкі рішення, але вони є продиктовані саме безпековою ситуацією, коли в центрі Львова, біля Магнусу, хто був у Львові знає, це фактично центр Львова, лунають вибухи. І ці вибухи спричинені саме вербуванням через телеграм-канал. Ба більше, давайте візьмемо далі. Вбивство пана Парубія, царство йому небесне, саме через телеграм-канал був завербований хлопець, чи хто він там, цей злочинець, який вже, як встановило слідство, саме через телеграм-канал. В общем, смотрите, она там дальше накидывает эти самые, перекладывая как бы ответственность, да, смотрите, вот это вот, есть два момента. Момент первый, это соотношение анонимности, да, анонимности и безопасности. Это очень серьезная история. На самом деле, если мы сейчас будем так вот наотмашь, я знаю, есть люди в комментариях, одни поддерживают, например, россияне выходят и говорят, мы поддерживаем, потому что вербуют вот эти колл-центры или там промывают мозги или что-то еще. Нам небезопасно, я переживу без Телеграма. Другие говорят, ребята, нет, я не могу написать что-то личное, я не говорю о том, что-то страшное, тайное, военное, террористическое, личное, чтобы меня не прочли. Третьи отметают, говорят, да, какая разница, я могу и сам условно там кроссовки или колбасу выбрать, да, в переписке с женой. То есть пускай товарищ майор не волнуется. То есть, смотрите, это ведь очень важная анонимность и безопасность. И вот это сочетание и соотношение и баланс этих интересов. Понятно, что Верещук продвигает, смотрите, Парубия убили, завербовали, понятно, вот там взрывы, теракты. Послушайте, а почему именно сейчас это все происходит? Подобные вербовки были и в Украине, и в России. В России просто такие громкие были вещи, там самокаты, каршеринги взрывались там и так далее. В Украине там и шкафы релейные, и все на свете как бы через Телеграм. Но вот сейчас за это взялись. Потому что были какие-то эпизоды типа терактов, но на что следует обратить внимание, что противопоставляется и правда. Свобода слова равно опасность. Безопасность – это лишение человека этого инструмента. Подмена понятий происходит. И эта подмена понятий очень деструктивна. Почему? Потому что в какой-то момент скажут, смотрите, вы не знаете, как правильно голосовать, вы не умеете. Вот вы сейчас будете голосовать,
Блин, это похоже, знаете, это как на родителей приходишь, они тебе говорят, ну, в детстве, выбираешь, что хочешь, покупаешь, что хочешь. Вот вы выбираете что-то, они говорят, не, ну это тебе не надо, давай, наверное, вот тебе возьмем все-таки вот это. А ты хочешь какую-то игрушку, они говорят, тебе надо свитер. Вот точно так и здесь. Вы не понимаете, вы хотите свободу, вы не понимаете, это сложно. Не надо вам свобода. Смотрите, вам надо проголосовать за вот этого человека, потому что вот это правильно. Вот сейчас нужно так. И вот людям буквально как баранам это вбивается в голову, и уже буквально люди начинают, ну да, наверное, да, нам надо. Но на самом деле украинцы не смирятся с... Невозможно будет проглотить ни украинцам, ни россиянам историю с Телеграмом. Ни один народ это не проглотит, потому что когда... Ну, вот недавно уже были такие проблемы, и впоследствии парламент снесли. Боже, где же это? Не Сингапур ли это? Ну, в общем, какой-то... Непал. Непал, да, вот. Уже была проблема такая. То есть это не случится. А Непал не самые свободолюбивые ребята, скажем так. Потому я, вижу это все. Они об этом говорят, но это будет нереалистично реализовать ни там, ни в России, ни в Украине. Это скорее просто торги происходят. У русских происходит торг с Дуровым, у украинцев происходит торг, не знаю, с интеллектом, они спорят со своим. Или это очень странный торг. Вообще не понимаю, зачем украинцы это делают, потому что вы понимаете, что большая часть пропаганды, внимание, украинской пропаганды идет не через телемарафон. Никто уже не смотрит, нет электроэнергии. Это сейчас закрыть Телеграм, это выстрелить себе в ногу. Они либо идиоты и не понимают, о чем они говорят. Ну, то есть у них какие-то там проблемы, когнитивные нарушения, захворювания какие-то психичные. То есть, это какая-то проблема. Это первый вариант. Второй вариант, они просто это говорят, потому что, чисто им по приколу они сказали. Но если они говорят это в полной, вот именно в уверенности, и они серьезно к этому так относятся, то у меня плохие новости. Нужен штатный психиатр, который будет лечить их, потому это медикаментозно, это не терапия, потому что идеи о том, чтобы отключить единственный источник управления массами на территории собственной, это же бред. Понимаете, все же смотрят, читают Труху, читают Унян, вот это вот, все читают украинскую помойку, Лачина и тому подобное. Если это закрыть, если закрыть этих умственно неполноценных, если их поубирать, не будет пропаганды. Люди будут видеть реальность. Смотрите, телефон – это источник иллюзии. Ты берешь телефон и читаешь, там хороводы, мы так боремся, такі ми не зламні. А потом представьте, что забирают Телеграм. Что люди сидят в Вайбере, часть людей, которые так были пассивными. Кто-то сидит в WhatsApp. На WhatsApp это не так эффективно, нет таких больших групп и так далее. Смотрят какой-то YouTube, половина нормального YouTube переблокирована, вам ли не знать. Смотрят что-то, что им дают, там смотрят какие-то новости, вряд ли будут особо смотреть. Будут смотреть там какой-то первый, это 24-й, то есть что-то будут смотреть. Но подавляющее большинство людей, молодежь особенно, получала информацию из Телеграма. И вот эта вот молодежь начнет видеть не иллюзию, которую ей толкают через Телеграм, а реальность. Вот она выйдет на улицу, и она услышит, что того мобилизировали, того застрелили, того забили до смерти. Тут знакомый, он не выходит на связь почему-то. Телеграма нету, ладно, напишу ему в WhatsApp. Пишет в WhatsApp, что-то не отвечает, а потом выясняется. Умер неделю назад. Вот такой кошмар, который поглотит Украину, это будет, конечно, сильная сторона. Я не знаю, почему она это говорит. Может, потому что они уже с жиру бесятся, не чувствуют почвы под ногой. Но если они это сделают, это будет конец. Это будет конец... Война будет проиграна внутри государства. Против народа же. Вы знаете, это, кстати, тут же, да, обоюдоострый меч. Я с вами тут полностью согласен. Потому что, смотрите, видео, вы так вскользь упоминали, это страшное видео, да. В общем, Кривой Рог, не буду показывать со звуком, потому что люди очень много, скажем так, ругаются. И понятно почему. Потому что был выстрел, человек упал, минут 15 с ним возились, выбежала женщина. Кривой Рог, да, вечер, 24 число, и сразу там отец с сыном, противостояние с ТЦК, да, и, в общем, был выстрел, и, в общем, застрелили человека. На утро Днепропетровский областной ТЦК говорит о том, что пострадал только один человек. Это ТЦКшник. Его там с ножевыми ранениями доставили.
То есть люди с ножами, тот выстрелил, звук как бы выстрела, сообщение об этом есть, человек лежит, это не ТЦКшник, там видно. Но, в общем, все нормально, то есть, да, никто не пострадал. И это вот взяли и официально вот выложили, и все, и делай, что знаешь. И тут возникает у тебя такая дилемма. Ты кому веришь больше? Местным пабликам, людям местным. Но это же там и ПСО, искусственный интеллект, Зеленский говорил, да, сам. И там отчеты давались. Это же дезинформация, это же враги Украины. Или официальному ТЦК, которые вышли и сказали, вот была ситуация, да, там группа поддержки туда-сюда, порезали ТЦКшника. Все. То есть и ты уже должен выбирать, ты за страну или за реальность. А когда не будет этого выбора, даже вот в интернете, имеется в виду в Телеграме, ты априори будешь выбирать реальность. И уже тебе не расскажут. И тебе уже не расскажут, там, какой ты был потужный, показывают бункер, и люди тогда реально посмотрят на этот бункер из обращения Зеленского и скажут, ой, так правду же говорили, что ты в бункере, что у тебя все хорошо, и свет, вода, и все на свете, а мы тут без света мерзнем, и непонятно, что будет дальше, да? То есть мы тогда узнаем не только там что-то плохое, да? Мы тогда будем относиться к реальности, как к чему-то плохому, и рухнет этот конструкт. То есть я тут вас полностью поддерживаю, но долго же, вот видите, как долго получается гадить в глаза украинцам. Очень долго. Мы идем к развязке вот этой истории с ТЦК, как вам кажется? Скажу честно, Александр, нет. Я думаю, что нет. Мы это как-то обсуждали с своим товарищем. Мы обсуждали, будет ли какое-то гражданское восстание. Будут локальные вспышки, но массово нет. Локальные, да, и они будут подавляться. Более того, будет, допустим, больше смертей сотрудников ТЦК. Будут умирать полицейские, будут умирать. Но это будет локально, это не будет так массово, это будет точечно. И это не приведет к результату. То есть это не повлияет на общий мобилизационный процесс. К сожалению или к счастью, но это ничего не поменяет. Поэтому будут умирать, но, в принципе, кому было жалко когда ТЦКшников. Ну, то есть я не говорю там про обычных граждан, я говорю про законников. Кому было жалко? Полиции жалко ТЦКшников. Да полиция презирает ТЦКшников. У меня знакомые полицейские говорят, мы их это биомусор, не люди. Мы их просто пускаем, просто они выполняют свою задачу, мы выполняем свою задачу. Это просто чмошники. Мы их всех помним, знаем, говорит, и мы их не уважаем. Говорит, а они не уважают нас. То есть там взаимная нелюбовь. Кто еще уважает ТЦКшников? Государственники, которые работают на высоких уровнях. Они обычных-то граждан успешных за людей не считают. Никого не считают за людей. Тем более ТЦКшников. ТЦКшники – это просто грязь под ногтями. Ну, то есть, нет, никто не будет переживать. Будут умирать эти ТЦКшники, и никому дела до них не будет. Полицейские будут умирать, тоже дела до них, к сожалению, никому не будет. Но вот как-то оно так и будет продолжаться, мобилизационная активность. Результат не будет значительным. Финальный вопрос нашей сегодняшней встречи, с вашего позволения, я бы хотел о высоком, да, о дружбе, но не о нефтепроводе, а о Зеленском. Значит, помимо всех этих заявлений, я намеренно сегодня, видите, не прошу вас, как бы, ну, это бывает часто в наших встречах, вы там комментируете, что там выдал Зеленский, но это вот очень важно. Сейчас то, что он сказал на этом Нордике, это вечернее, ну, то есть днем были желающие решительная коалиция, да, там, а вечером уже там более узкий круг. В общем, что он говорит о своих друзьях? Ви мені скажіть? Я не знаю. Гадаю, що я фокусуюсь тепер лише на серйозних речах. Не маючи можливості спілкуватися з друзями, але спілкуючись з партнерами, значними партнерами. Ви розумієте, про що я? В мене тепер немає часу на друзів та на дружбу. Не знаю. Старшим став старішим. Стійким, мудрішим.
Він надзвичайна людина. Став стійкішим. Так. Ну і звісно, є переваги, є недоліки, як і у всіх людей. Він всім нам показав, що таке лідерство. Та ну, Алексе. Хоробрий, дякую вам. Я очень хочу, чтобы вы прокомментировали этот эпизод. Вот, понимаете, вот мы долго там рассуждаем, что, где, как. Во-первых, сам посыл, что нет времени на друзей, да, и, мол, и он так задумался, замешкался, потому что, ну, смотрите, на фронте же, ну, дружба настоящая, люди взаимовыручка, люди рискуют жизнью вместе, понимаете, сослуживцы, это там, они почему побратимами друг друга называют на передовой, да, и братьями с другой стороны, потому что это очень важно. То есть ты не можешь сказать, что ты этого лишен, но он начал как бы на партнеров, и тут мы видели вот эти, как это... Ой, поддакивание, да, со стороны гостей о том, какой он чрезвычайно, какой он неимоверный, какой он храбрый. Вот оцените Зеленского, что с ним происходит, и оцените вообще вот этот момент, да, на вот этом заседании 24 числа. Александр, он хотел позаискивать с так называемыми партнерами, но он не понял, какую беду он сделал, сказав эти слова. Дело в том, что есть люди, которые правда считают его другом, и которые там ради него очень многим жертвовали. Правда, есть такие люди. После этих слов у людей... Я это знаю не потому, что я сейчас так догадываюсь, а потому, что мне об этом сказали. То есть, как любит говорить Алексей, таксисты. Сказали, что эти слова очень неприятны были кое-каким людям. А это очень значимо. Дело в том, что когда ты говоришь, что у тебя как бы сейчас нет времени на друзей, и друзья для тебя не так важны, вот есть партнеры, на них нужно ориентироваться. В принципе, связь с партнерами у тебя есть только благодаря тому, что есть ряд друзей, которые принимают на себя серьезный удар. Ведь причиной этого удара являешься ты. И когда он говорит о том, что у него нет друзей, нет, у него друзья есть. Он не является другом ни для кого. Это типичный представитель предателя, самого стандартного. Знаете, это как есть ромашка полевая. Вот это предатель украинский, классический, самый чистый, без примесей. И когда мы наблюдаем за тем, что он рассказывает о том, что вот у меня нет времени или еще что-то там, и я как бы там больше на партнеров сейчас ориентирован. Он и с партнерами не проводит особо времени, он и с друзьями не проводит времени. И это его большая ошибка, потому что кто только не был предан Зеленским внутри его камарильи. Но дело в том, что, смотрите, свита делает короля. И наступит момент, когда, как это вот было недавно, приняли его ближайшего. Наступит момент, когда все ближайшие скажут: так, подождите, уже, по-моему, не осталось ни одного человека, которого он не бросил. А давайте-ка мы сейчас быстренько все переиграем. И смотрите, переиграют. И там уже Зеленский не сможет себе выторговать свободу, безопасность или еще что-то. Потому что если приближенные, а приближенные имеют власть, это не просто какие-то болванчики, это люди, у которых есть за ними кто-то стоит. А они сами из себя что-то представляют. И вот эти люди, они преломят, скажем так, ход ситуации для Зеленского. Он, к сожалению, этого не понимает. Будут догонять его очень долго. Как говорил однажды Орбан, тень твоих слов будет длинной. В его случае она будет невероятно длинной. А вам, ребят, я хочу посоветовать, те, кто нас смотрит, не пренебрегайте близкими товарищами и друзьями, потому что это одно из немногих, что в жизни может вам помочь даже тогда, когда вы оказываетесь на самом дне. И старайтесь помогать своим близким, потому что в тяжелые времена, скажем так, формирование и культивирование надежности формирует будущее. А будущее зависит только от нас и только от наших действий, даже если вокруг нас творится такой хаос. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.